Если вы руководитель подразделения поставок продукции или снабжения, а может вы управляете производством или главный инженер, также сегодняшняя тема ролика будет касаться финансовых и генеральных директоров компании и, конечно, собственников бизнеса. Да и продавцам на маркетплейсе Wildberries или Озон эта тема тоже насущная и требует разбора. Тема для обсуждения сегодня – почему у вас есть заказы, вы изготавливаете или продаете и постоянно отгружаете продукцию клиентам, все функции операции загружены по полной, вы продаете свои продукты, но денег на счете нет. Или их постоянно не хватает. А еще хуже, когда их не хватает, вы идете в банк, потому что оборотных средств постоянно нет в вашей компании, и берете очередной кредит. Плюс в конце месяца ваш бухгалтер радует, что прибыль по учету в 1С есть, но вы ее уже несколько месяцев не видите, а кто-то и годами ее не видит. Как же так получается? Что за каламбур? Заказы есть, отгрузка идет, деньги клиент платит, в 1С ежемесячная прибыль по показателям, но вам постоянно не хватает денег. А прибыль вы хотите получить. Не просто же вы открывали и имеете компанию, чтобы ходить на работу, пахать по 12-14 часов в день, да еще и в выходные приходится приезжать на работу и не иметь денег на себя, на своих руководителей и сотрудников. Потому что платить-то нечем. Вопрос, что делать и как с этим разобраться? Причина проста. Ваши операционные процессы в компании живут отдельно от финмодели. И, соответственно, финансы живут отдельно от производства или подразделения поставок продукции. Все эти взаимосвязи у вас разорваны. Смотрите ролик до конца, подскажу управленческие решения, что с этим всем делать и как связать между собой операционную модель компании и финансовую модель. Желаю вам новых знаний для решения подобных проблем. Все в этом ролике обсудим. И, конечно, все, что расскажу, прошел на практике. Поехали! Давайте представим текущий рабочий ритм наших героев-руководителей и то, как они постоянно находятся в поиске денег для выполнения своих функций и обязанностей в компании. Начальник снабжения, чтобы выполнить свои планы работ и внеплановые запросы от других служб, постоянно оббивает пороги финансового директора и просит деньги на закупку материалов и комплектующих. Дай денег, мне оплатить надо. Финансовый директор вроде бы на начало месяца все распланировал и понимает, сколько ему нужно денег на поддержку деятельности компании и выполнение производственных программ. Ему наобещали продажники поступления от заказчика с четкими датами оплат. Закупщики и главный инженер дали суммы и даты платежей по своим планам работ на месяц. Но постоянно эти планы с фактом не совпадают. Ладно бы на 10-20% расхождения, но бывает, что и на все 100% несовпадения по месяцу. Что финансовому делать, когда нет денег? Он идет к генеральному директору или собственнику и просит средства, чтобы не остановить предприятие. Генеральному приходится принимать решение, либо брать новый кредит в банке, потому что не то что на материалы, даже на зарплату и налоги не хватает, либо просить собственника или акционеров, чтобы они из своих резервов снова влили денег в бизнес. И так по кругу, каждый месяц. У студентов есть пословица: от сессии до сессии живут студенты весело. А в бизнесе от месяца до следующего месяца живем весело. Я думаю, знаком вам руководители это реальность. И все как белка в колесе, все работают, бегут, а результат не меняется. И денег постоянно не хватает. А на итоговом совещании бухгалтер докладывает в конце месяца: мы сделали выручку 100 миллионов, из них 15 миллионов прибыль. В зале тишина, все руководители смотрят друг на друга и задаются вопросом: как? Прибыль 15 миллионов, а денег-то нет на счетах. Мы весь месяц друг другу бегаем, выбиваем деньги, бесконечные хождения по мукам и оббивание порогов. Представьте, сколько лишнего времени, сколько дополнительных операционных затрат тратит компания на эту бюрократию и беготню. Что, кстати, ведет к росту накладных расходов. Ведь руководители тратят свои рабочие часы на поиск денег, вместо того, чтобы управлять процессами, своими подразделениями, персоналом и выполнять свою непосредственную работу как руководителя. Каждодневная борьба за деньги. Так работать невозможно. Что-то надо с этим делать. Ну, у нас на дворе 2026 год. Выросли налоги, высокие процентные ставки в банках. Собственник или акционеры уже за предыдущие 3 года вложили все свои возможные резервы в компанию и бизнес. И перед собственником или генеральным директором возникает дилемма. Назад дороги нет в этом году.
Либо надо что-то менять в управленческих процессах компании, повышать управляемость и эффективность бизнеса, либо через год компанию придется закрывать, сокращать персонал и банкротить эту бизнес-единицу, что очень плачевно. Конечно, в вашей голове, собственники и руководители, возникает страх, неизвестность. Что делать, чтобы не допустить этого в конце года? Хотя вроде все работают, каждое подразделение свою часть работы выполняет, но мы пришли к таким результатам. А еще эта макроэкономическая ситуация в стране давит и давит. Как вы планируете действовать, господа руководители? Надо что-то менять. Ну что? Пригласить нового исполнительного директора, и он вам наведет порядок? Или нанять различных консультантов, бережливое производство, ФЦК, Федеральный центр компетенции, финансовых экспертов? Или пригласить вендора для внедрения ERP-системы? Или срочно сделать проектный офис и начать описывать все бизнес-процессы через методологии BPMN, ARIS и DEF0? А может создать проект и через методологию проектного управления начать разбираться с вопросом, а где же деньги на счете? Или сам собственник или генеральный директор с головой погружается в операционку и в этот проблемный процесс, не занимаясь непосредственно своей работой, стратегией, развитием бизнеса, новыми рынками, поиском заказов, или, может быть, архитектурой управления компанией, которая поможет эффективно управлять ею. Что есть архитектура управления? Об этом, главном каркасе управления компании, у меня на канале есть целый плейлист. Рекомендую всем руководителям к просмотру. А кто хочет провести аудит своих управленческих процессов или настроить их эффективно, обращайтесь ко мне. Я с удовольствием вам помогу. Ссылка наверху экрана и в описании канала. И вот каждый руководитель принимает в основном решение и действует по протоптанной дорожке. Разобраться самому, нанять различных консультантов или нового топ-менеджера в команду и еще, может быть, провести цифровизацию или трансформацию. Ох уж эти модные словечки. Но часто после прохождения этого квеста руководитель или собственник возвращается в точку ноль. Но год-то 2026 уже закончится к моменту, когда он снова окажется в точке ноль своего квеста. И что, все? Банкрот? И все люди на улице? Сокращение? Может, все-таки есть другой выход? И он, конечно, есть. С одной стороны, он проще, а с другой сложный. Потому что есть управленческие инструменты из 4 блоков архитектуры управления. Их просто надо понять, но иногда сложно внедрить. Ведь придется менять привычки всех руководителей компании, мыслить и думать не следствием уже случившегося и текущими проблемами, а причинами, понять, почему эти проблемы возникли у вас ранее. А для этого надо смотреть на компанию как на цельную экосистему, а не как на работу разрозненных элементов, функций или подразделений. Теперь давайте конкретно расскажу об инструментах из архитектуры управления, которые помогут интегрировать между собой вашу операционную модель компании и финансовую модель, чтобы и деньги были на счете, и вы смогли наконец-то выводить и получать свою прибыль, а сотрудники премии. Итак, у нас с вами начался новый рабочий 2026 год. И мы понимаем, пора что-то менять. Мы находимся в точке начала необходимой перестройки управленческих процессов в финансовом потоке компании. Как раньше, мы уже не можем себе такого позволить. Заказы есть, отгрузки идут каждую неделю, но денег так и не хватает на нашем счете. Ваши финансы уже долгое время живут отдельно от производства и многих операционных процессов вашей компании. Пора кардинально менять подходы в управлении финансами. Смотрите, понимаю, все хотят пойти по проторенной дороге, как обсудили ранее, заполучить волшебную таблетку, или она все само рассосется. А может, за вас кто-то отрегулирует этот процесс, а вы пока постоите в сторонке. Но такого не бывает. Без грамотного управления финансовый поток не начнет работать так, как вам хочется. Найм консультантов, нового топ-менеджера или решение разобраться самому? Вы захотите повторить опыт других и выбрать какой-то из этих 3 вариантов? А может, выберете все 3 варианта сразу? Но у вас, вы помните, остался всего 1 год. Либо пан, либо пропал. В этот раз надо действовать правильно, качественно и эффективно. Не надо погружаться в дебри. Да и времени на это попросту у вас уже нет. Поэтому предлагаю вам воспользоваться моим инструментом, который я сейчас вам представлю. У меня для вас есть другой вариант. Не волшебная, конечно, таблетка, но проверенный на практике метод для ваших финансов. Дерзайте и пользуйтесь. Главное желание действовать. Внедрите эти инструменты в свои процессы компании. Немного измените свои привычки по части управления денежными потоками и привычки ваших подчиненных, руководителей и сотрудников. Ну что, устали бегать друг другу по кабинетам, звонить и проводить совещания, куча лишних согласований?
Давайте поиграем в другую игру. В игру, где правила понятны, а выигрыш – живые деньги на ваших счетах. Итак, вам нужен лидер. Можете быть и вы сами на первом этапе проектирования и внедрения нового процесса управления БДДС, ну или бюджетом движения денежных средств, вашими финансами, и интеграция их с операционной моделью компании. В проекте нужны несколько человек. Это ваш руководитель по планированию, руководитель финансового блока, руководитель отдела продаж и руководитель производства или подразделения поставок продукции, если вы торговая компания. Вам нужно определить и собрать все даты из договоров по авансам и оплатам, производственный план и планы отгрузки продукции с их сроками. И от обратного, от ваших планов производства и отгрузки отмотать и рассчитать сроки поступления денежных средств от клиентов. Интегрировать эти два процесса между собой, имея в виду план производства и отгрузок, и план БДДС. И строго контролировать синхронность работ ваших подразделений через эти два плана. Все они должны быть в едином доступе для всех участников данного бизнес-процесса. И попрошу вас, сначала отработайте все это на базе Excel. Никаких автоматизаций и ERP-систем, пока все ваши службы и сотрудники не научатся работать в обычном Excel. И только потом, когда все взаимодействия отработаны на автомате, если это необходимо бизнесу для роста, тогда уже и проводите автоматизацию, внедрение систем, ERP и так далее. Чтобы не платить деньги на ветер, которых вам и так пока не хватает на оборотку. Заплатить за автоматизацию хаоса – это огромная ошибка для любой компании. Как сделать так, чтобы блок 3 из архитектуры управления, отвечающий за фин-модель вашей компании, работал комплексно и в связке со всеми 4 блоками архитектуры управления вашей компании? Я все это рассказываю в первом плейлисте. Смотрите его, кто хочет детально разобраться для себя и своей компании, чтобы повысить эффективность вашего бизнеса. А если у вас будут личные вопросы, пишите мне в Telegram. Разберем ваш случай через личный разбор управленческих процессов в вашей компании. В описании к этому видео оставлю ссылки на ролики к блоку 3 архитектуры управления по частям финансов. Как настроить процесс управления БДДС и его интеграцию с операционной деятельностью, а также вы сможете ознакомиться с процессом БДР, управления вашими доходами и расходами для эффективного управления финансовой моделью бизнеса. Но как только вы начинаете действовать, внедрять новый бизнес-процесс, собирать данные, сводить планы, упираться в Excel, тут же вылезают плохие парни. И они не снаружи, они внутри вашей компании. Отдел продаж говорит: мы не знаем точных дат оплаты, клиенты же тянут. Производство разводит руками, у нас планы меняются каждый день, мы не можем дать точные сроки отгрузки. Финансовый директор вздыхает: ну вот, еще одна инициатива, опять двойная работа. И вы снова чувствуете, как все начинает буксовать на месте. Сопротивление, инерция, старая привычка работать по понятиям, а не по цифрам. Такое часто происходит при изменениях. Но запомните, если вы сейчас сдадитесь, 2026 год закончится так же, как и предыдущий. Только резервов больше не будет. Ну и компании, наверное, тоже не будет у вас. И вот наступает момент, когда кажется: все, дальше не прорваться. Данные не сходятся, люди саботируют, Excel виснет от объемов. Вы смотрите на эту кучу таблиц и думаете: а может проще взять еще один кредит? Может, ну и эту автоматизацию без денег? Может, правда нанять того супердорогого консультанта из Москвы? А у вас руки опускаются. Я понимаю это чувство, когда ты уже вложил силы, начал, а результата пока не видно. Старый мир начинает разрушаться, а новый еще не построен. Вы посередине процесса ваших изменений. В голове мысль: все потеряно, может, это нам не подходит, опять ничего не получилось, как всегда это происходит при внедрении чего-то нового. Это страшный момент. Именно здесь большинство руководителей откатываются назад, ломаются, хотят все бросить и вернуться к старому, и побежать за новой заявкой в банк за кредитом. Но когда темно, ты начинаешь видеть звезды. В этом мраке вы задаете себе главный вопрос: а зачем я вообще начинал эти изменения и улучшения? Зачем я встаю каждый день, если мы просто латаем дыры? Где та компания, которую я хочу построить? Где деньги, ради которых все затевалось? Где моя прибыль? И в этот момент приходит простое сознание. Дело не в том, что сотрудники плохие, не в том, что Excel старый, не в том, что клиенты тянут с оплатами. Дело в том, что у вас не было системы, которая связывает все воедино, все ваши процессы. Вы неплохой руководитель, вы просто работали по старым лекалам, а мир изменился. И теперь, чтобы выжить, нужно не просто внедрить очередной инструмент, нужно изменить способ мышления.
И это понимание становится вашим вторым дыханием. Вы вдруг уловили для себя: все эти 4 блока архитектуры управления — это не теория из учебника, это мой спасательный круг. Вы возвращаетесь к своей команде и говорите: ребята, мы попробуем еще раз, и продолжаем внедрять инструменты управления. Только теперь идем до победного результата, до конца. Ради того, чтобы через полгода мы не бегали друг за другом, а спокойно планировали и видели деньги на наших счетах. Вы открываете таблицы Excel, сажаете рядом руководителей по планированию, финансам, продажника и производственника и говорите: сидим, пока не соединим бизнес-процессы на стыках между вашими подразделениями и не соберем воедино все ваши данные и планы. Вам нужно стать на этот период лидером изменений и не упускать из этого кабинета, пока они все это не соединят. И чудо не заставит себя ждать. Чудо — это просто дисциплина. Когда вы свяжете планы отгрузок с датами поступлений, когда производство и снабжение знают, под какие деньги они закупают материалы, когда финансист перестал гадать на кофейной гуще, а видит реальный график платежей на месяц вперед, происходит магия. Нет, деньги не падают, конечно, с неба, но вы начинаете ими грамотно управлять. Вы видите кассовые разрывы не в момент, когда вам срочно дать денег, а за 2 недели или, может быть, за 2 месяца. Вы успеваете договориться с клиентами, поставщиками сырья, сдвинуть платежи, не брать лишний кредит. И в конце месяца бухгалтер заходит с той же цифрой, что и на прошлых отчетных совещаниях. Выручка 100 миллионов, прибыль 15. Только теперь вы улыбаетесь, довольны результатом и слаженной работой ваших подразделений. Потому что через их единую работу эти 15 миллионов реально находятся на вашем счете. И вы наконец-то можете вывести дивиденды, заплатить премии сотрудникам и вашим руководителям и выдохнуть. Знаете, что самое приятное? Исчезла эта бесконечная беготня по кабинетам. Руководитель занимается своей работой, а не поиском денег. Снабженец знает, когда придут деньги на материал. Финансист спит спокойно. Генеральный думает о развитии, а не о новых кредитах. Помните, ваша цель не просто наладить финансовый учет. Ваша цель, чтобы деньги работали так же ритмично, как работает ваше производство. Чтобы операционка и финансы шли в одной связке, а не в разных направлениях. Как выстроить эту связь на системном уровне и по всем 4 блокам архитектуры управления, смотрите ролики из первого плейлиста. Там я разбираю все 4 блока детально. А если вы захотите разобрать именно вашу ситуацию, понять, где у вас разрыв между производством и финансами, пишите мне в Telegram. Проведем личный аудит управленческих процессов в вашей компании. И обязательно подписывайтесь на канал. Впереди еще много разборов и практики, как грамотно спроектировать и внедрить системное управление вашей компании или бизнеса. Ставьте лайк, если тема отозвалась, и пишите в комментариях, сколько времени в вашей компании уходит на ежедневные поиски денег и их дележку между службами. Быть сильным руководителем — это ремесло, ему можно научиться. До встречи в следующем ролике. Всем удачи!